Привет, дорогие друзья! В этом видео я покажу узор елочки, которым связан такой брендовый джемпер. Узор на джемпере расположен сверху вниз. Вот таким образом. При вязании снизу вверх узор будет выглядеть вот так. Таким узором можно связать не только плечевое изделие, но также и носочки. Очень хорошо и красиво будет смотреться узор при вязании по кругу. Перед вами схема узора, которая предназначена для кругового вязания. Я покажу, как вязать такой узор и круговым вязанием, и поворотным вязанием. Раппорт узора вверх состоит из 8 рядов. Раппорт узора в ширину состоит из 6 петель. Схема очень проста для вывязывания. Здесь нужно уметь только делать убавление петель вправо, влево, лицевых и при поворотном вязании изнаночных. Для образца поворотным вязанием на спице я набрала 14 петель. Это 2 раппорта узора по 6 петель, 12 петель плюс 2 кромочные петли, 14 петель, и провязала подготовительный ряд всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первый лицевой ряд. Лицевые ряды 1, 3, 5 и 7 вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю я снимаю. Далее 3 лицевые. Далее нам нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При этом петли должны быть расположены классически. Правые дужки петель должны находиться перед спицей, ближе к нам. У меня же петли расположены, как при бабушкином способе вязания. Правая дужка петли у меня за спицей. Они развернутые, открытые. Поэтому я разворачиваю 2 петли, меняю их положение на классическое и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. При классическом способе вязания вы сразу, не разворачивая петли, провязываете их вместе за передние стенки одной лицевой петлей, накид и лицевая петля. Мы провязали первый раппорт узора. Раппорты я отделяю маркерами друг от друга. Повторяем раппорт узора. 3 лицевые петли я вяжу бабушкиным способом вязания. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Накид, лицевая петля. Я провязала второй раппорт узора. Повторяете все ваши раппорты. И в конце ряда кромочная петля у меня, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем второй четный изнаночный ряд. Все четные ряды 2, 4, 6 и 8 при вязании поворотными рядами провязываем слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее вместо 2 лицевых петель провязываем 2 изнаночные петли, накид, за переднюю стенку провязываем изнаночной петлей. Затем делаем накид и затем
вместо обозначения 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо провязываем на изнаночной стороне 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево, чтобы на лице получить такое убавление вправо 2 лицевых петель. При этом петли у нас должны быть расположены классически, то есть правые дужки петель должны находиться перед спицей, смотреть на нас. Смотрим на петли. Вот правая дужка петли, правая дужка находится у меня перед спицей, то есть мои петли расположены классически, поэтому я, не разворачивая эти 2 петли, провязываю их вместе одной изнаночной петлей за передние стенки. Накид придерживаю, чтобы он не потерялся, и провязываю 2 петли вместе одной изнаночной петлей за передние стенки с наклоном влево. Смотрим, что у нас получилось на лицевой стороне. Вот на лицевой стороне у нас получилось убавление 2 лицевых петель с наклоном вправо. Далее вместо 2 лицевых петель провязываем 2 изнаночные петли. 1, 2 изнаночная петля. И повторяем раппорт. 2 изнаночные петли, в том числе накид за переднюю стенку изнаночной петлей. Затем делаем накид. Второй изнаночный ряд, а также все четные изнаночные ряды 4, 6 и 8 мы провязываем слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее вместо 2 лицевых петель провязываем 2 изнаночные петли, в том числе накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее делаем накид на себя. И нам нужно далее провязать наоборот вот это обозначение. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо на лицевой стороне. С изнаночной стороны мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево, чтобы получить на лице такое убавление. При этом петли должны быть расположены классически, то есть правые дужки петель должны находиться перед спицей. Смотрим на петлю. Правая сторона, правая дужка у меня находится перед спицей. То есть и здесь также, то есть петли у меня уже расположены классически. Если у вас петли расположены как при бабушкином способе вязания, разворачиваете петли. И теперь провязываем, придерживая накид, чтобы его не потерять, эти 2 петли вместе одной изнаночной петлей за передние стенки с наклоном влево. Смотрим, что получилось у нас на лицевой стороне работы. На лицевой стороне работы у нас получилось убавление 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Вот такое убавление. Далее вместо 2 лицевых петель провязываем 2 изнаночные петли. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора. 2 изнаночные петли, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, чтобы получилась дырочка. Накид на себя делаем в изнаночном ряду. И 2 петли вместе одной изнаночной петлей, придерживая накид, за передние стенки с наклоном влево. И 2 изнаночные петли. Кромочная петля у меня изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали 2 изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Провязываем 3 лицевой ряд по схеме справа налево.
Кромочную петлю снимаем, лицевая петля, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я меняю положение своих петель на классическое и провязываю 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки, накид, 3 лицевые петли. Вот нам эти 3 петли нужно провязать лицевыми. Первая из петель это накид. Провязываем лицевой петлей накид за заднюю стенку, чтобы получилась дырочка. Такая. Одна лицевая, вторая лицевая петля и третья лицевая петля. Так у нас получается. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора. Лицевая петля. Разворачиваем 2 петли, меняя их положение на классическое. И провязываем 2 вместе за передние стенки, накид, 3 лицевые петли, накид, провязываем за заднюю стенку лицевой петлей и еще 2 лицевые петли, вторая лицевая и третья лицевая петля и кромочная петля изнаночная. Мы провязали третий лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 4-й изнаночный ряд. Слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем, 4 изнаночные петли вместо 4 лицевых петель. Накид на себя делаем. И вместо 2 петель вместе с наклоном влево на лицевой стороне, чтобы получить, мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо, с наклоном влево. Петли расположены должны быть классически, то есть правые дужки петель должны находиться перед спицей. Смотрим, правая дужка находится перед спицей и провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за передние стенки с наклоном влево. Повторяем раппорт узора. 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, накид на себя и 2 петли вместе одной изнаночной петлей за переднюю стенку с наклоном влево. Кромочная петля изнаночная. Мы провязали 4-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так у нас сейчас получается. И провязываем 5-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. 1 лицевая петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево. Петли должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания. Если у вас петли расположены классически, поменяйте их расположение так, чтобы правые стенки петель находились за спицей, то есть разверните их и провязываем. У меня петли находятся, как при бабушкином способе вязания. Накид — это первая петля и вторая. Петля у меня развернута, открытая, поэтому я сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. 3 лицевые петли, 1, 2, 3. Маркер переснимаем. Повторяем раппорт узора. Лицевая петля, накид. Вот эти 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Петли должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания. Провязываем их вместе, то есть правые стенки петель за спицей. Провязываем вместе за задние стенки 2 петли и 3 лицевые петли. 1, 2,
третья, кромочная петля, изнаночная. Мы провязали 5 лицевой ряд. Вот так выглядит полотно. 6 изнаночный ряд. Вяжем справа налево по обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. 2 изнаночные петли вместо 2 лицевых петель. Затем вместо обозначения 2 петель вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево нам нужно провязать 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо, чтобы на лице получить вот такое убавление с наклоном влево 2 лицевых петель. При этом петли наши должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания, то есть правые дужки петель должны находиться за спицей, а сами петли должны быть открытыми и развернутыми. У меня же петли расположены классически. Вот правая дужка петель у меня находится перед спицей, поэтому я должна поменять положение классических своих лицевых петель на бабушкина. Для этого я разворачиваю 2 петли. Я поменяла положение петель на бабушкина. Теперь правые стенки петель моих находятся за спицей, а сами петли развернуты, открытые. И теперь провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки. Вот так немножко расширю, чтобы было удобно их провязать. Перевожу низ вперед работы. Придерживаю здесь ее пальцем. Правую спицу завожу сзади работы. За задние стенки петель сначала во вторую петлю, затем в первую. Захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Смотрим, что у нас получилось на лицевой стороне работы. На лицевой стороне работы у нас получилось убавление 2 петель вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Далее делаем накид на себя и провязываем 2 изнаночные петли вместо 2 лицевых петель. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку и еще 1 изнаночная петля. Мы провязали раппорт первый, маркер переснимаем, провязываем следующий раппорт узора. 2 изнаночные петли, 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Петли у меня расположены как при классическом способе вязания. Правые стенки петель находятся перед спицей, поэтому я меняю положение петель. Я разворачиваю их, меняю их положение на бабушкина. Теперь петли у меня открытые, развернутые. И провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо. Перевожу нить вперед работы. Правую спицу завожу сзади работы за заднюю стенку сначала 2 петли, затем 1. Подхватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо. На лице получается у меня убавление с наклоном влево 1 лицевой, 1 лицевой петлей. И далее делаем накид на себя, затем провязываем 2 изнаночные петли, накид изнаночной петлей за переднюю стенку и еще 1 изнаночная петля.
и кромочная петля, изнаночная. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 7-й лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем, 3 лицевые петли, 1, 2, накид лицевой петлей за заднюю стенку, 3, чтобы получилась дырочка, накид делаем, 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Петли должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания, вот так, открытыми, правой дужки петель за спицей. Если ваши петли расположены как классические, то вам нужно поменять положение петель, то есть развернуть их. И провязываем 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Лицевая петля. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора. 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид лицевой петлей за заднюю стенку, потом делаем накид и 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево и лицевая петля, кромочная петля, изнаночная. Мы провязали 7-й лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. 8-й изнаночный ряд. Провязываем по обозначениям наоборот. Вместо 2 лицевых петель с наклоном влево провязываем 2 изнаночные петли с наклоном вправо. Меняем положение петель на бабушкино. Если у вас петли расположены классически. У меня вот классически, поэтому я разворачиваю 2 петли. Теперь они у меня открытые, развернутые, правые стенки за спицей, и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо. Далее делаю накид на себя и провязываю 4 изнаночные петли вместо 4 лицевых петель. Накид, изнаночная петля, 1 изнаночная петля, 2, 3 и 4 изнаночная петля. Мы провязали раппорт узора, повторяем раппорт узора. Провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Меняю расположение петель на бабушкино и провязываю 2 петли вместе 1 изнаночной петлей за задние стенки с наклоном вправо. Накид на себя делаю и провязываю 4 изнаночные петли. Накид провязываю за переднюю стенку изнаночной петлей, 2 изнаночная, 3 и 4 изнаночная петля, кромочная петля, изнаночная. Мы провязали последний ряд в высоту, 8-й. Далее повторяю, вот так у нас с изнанки выглядит узор, гладкий он совершенно с изнанки. И теперь начинаем повторять узор в высоту с 1 по 8 ряд. А теперь я покажу, как вязать такой узор по кругу. Для образца, для вязания по кругу я набрала 37 петель. 36 петель — это 6 раппортов по 6 петель и плюс 1 петлю для замыкания петель в круг. Замкнула петли в круг и провязала один подготовительный ряд всеми лицевыми петлями. Я вяжу способом Magic Club. Маркер начала ряда переснимаю и далее начинаю провязывать первый лицевой ряд. Все ряды при вязании по кругу вяжутся
на этой схеме справа налево. То есть и четные, и нечетные ряды являются лицевыми. И все они вяжутся по схеме. Первый лицевой ряд. 3 лицевые петли. Я вяжу по кругу классическим способом вязания. Так удобнее мне. 3 лицевые петли. 2 петли вместе, одну лицевую петлю с наклоном вправо. Петли должны быть расположены классически. Правыми дужками смотреть на меня. Должны правые стороны петель находиться перед спицей. У меня так они и расположены. Правая сторона перед спицей. Если у вас петли расположены, как при бабушкином способе вязания, вот так. Правая сторона петли находится за спицей, ее правая дужка. Вы должны поменять положение ваших петель на классическое, то есть развернуть вот так. Заводите правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли, переснимаете петлю на правую спицу и возвращаете на левую. Вы поменяли этим положение вашей бабушкиной петли на классическое. Теперь правая дужка петли находится перед спицей. Правая сторона петли, правая дужка. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид, лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Можно раппорты узора разделять маркерами, чтобы не запутаться. Следующий раппорт узора вяжем. Повторяем раппорт. 3 лицевые петли. 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид, лицевая петля. Мы провязали второй раппорт узора. Вешаем маркер и провязываем следующий раппорт узора. Так до конца ряда. Провязываем самостоятельно. Я провязала первый круговой ряд. Маркер переснимаю, маркер начала ряда. Второй круговой ряд. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. 2 петли вместе за передние стенки. Накид. 2 лицевые петли. Здесь у меня накид и лицевая петля. Накид провязываю лицевой петлей за переднюю стенку, чтобы получилась дырочка. И вторая лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора. 2 лицевые петли. 1, 2. 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид и 2 лицевые петли. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку и еще 1 лицевая петля. Маркер переснимаем и далее самостоятельно повторяем раппорты узора до конца ряда. Я провязала второй круговой ряд. Маркер начала ряда переснимаю. Третий ряд. Лицевая петля. 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид и 3 лицевые петли. Здесь у нас накид и 2 лицевые. Мы должны провязать лицевыми петлями. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку, чтобы получилась дырочка. И еще 2 лицевые петли. Мы провязали первый раппорт узора третьего ряда. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора. Лицевая петля. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо за передние стенки. Накид и 3 лицевые петли. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку и еще 2 лицевые петли. Переснимаем маркер и повторяем раппорты узора
до конца кругового ряда, до маркера начала ряда самостоятельно. 4 круговой ряд. После маркера начала ряда провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Провязываем 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки, накид и 4 лицевые петли. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку, 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 и 4 лицевая петля. Мы провязали раппорт узора. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора. 4 ряда 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо, накид и 4 лицевые петли. Накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку, это 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля и 4. Мы провязали 2 раппорт узора, повторяем самостоятельно раппорт узора до маркера начала ряда. Я провязала 4 ряд, переснимаю маркер начала ряда и начинаю провязывать 5 лицевой ряд. Лицевая петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Петли должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания. Здесь у меня накид и лицевая петля. Накид я разверну, чтобы его правая стенка была за спицей. Вот так. Следующую петлю я тоже разворачиваю. Она у меня находится как при классическом способе вязания в таком положении. То есть правая стенка петли, вот она, правая стенка петли находится перед спицей. А для того, чтобы провязать 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево, положение петель должно быть бабушкино. То есть правая стенка петли должна быть за спицей. Я эту петлю также разворачиваю. Вот так. Теперь она у меня открытая, развернутая. Правая стенка петли за спицей. И накид возвращаю. Я развернула накид и петлю, поменяла их положение на бабушкино. Теперь они у меня, эти петли, накид и петля, открытые, развернутые. И теперь провязываю 2 петли вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки. Вот так. С наклоном влево. И 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля. Маркер переснимаем, повторяем раппорт узора 5 ряда. Лицевая петля, накид, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. То есть накид и лицевая петля у меня здесь. Я разворачиваю эти 2 петли, чтобы их правые стенки оказались за спицей, как при бабушкином способе вязания. Сейчас у меня эти петли, накид и петля, расположены классически, их правые стенки перед спицей. Для этого я разворачиваю эти 2 петли, переснимаю их на правую спицу, возвращаю на левую спицу. Теперь они у меня открытые, эти 2 петли, накид и петля, и развернутые. Правая стенка у них находится за спицей. И теперь провязываю их вместе 1 лицевой петлей за задние стенки, то есть накид и петлю за задние стенки с наклоном влево. И 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Мы провязали 2 раппорт 5 ряда. Вот так уже у нас сейчас вырисовывается узор.
Повторяем раппорт узора 5-го ряда до конца ряда самостоятельно. Я провязала 5-й ряд, маркер переснимаю, 6-й ряд круговой, 2 лицевые петли, накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку, чтобы получилась дырочка, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я разворачиваю 2 петли, меняю положение петель на бабушкина и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки и 2 лицевые петли, 1, 2. Мы провязали первый раппорт узора 6-го ряда, переснимаем маркер и провязываем следующий раппорт узора, 2 лицевые петли, 1, накид лицевой петлей провязываем за переднюю стенку, 2, затем 2 петли нужно провязать вместе с наклоном влево. Я меняю положение петель на бабушкина, чтобы они получились развернутыми, открытыми, и правые дужки петель, чтобы оказались за спицей. И провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. И 2 лицевые петли. Мы провязали второй раппорт 6-го ряда. Вот так выглядит сейчас узор. И начинаем повторять раппорт узора самостоятельно до конца 6-го ряда. Я провязала 6-й круговой ряд, маркер переснимаю, маркер начала ряда, 7-й круговой ряд, 3 лицевые петли, 1, 2, накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку, 3, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Я меняю положение петель на бабушкина и провязываю их вместе за задние стенки одной лицевой петлей с наклоном влево и лицевая петля. Мы провязали первый раппорт 7-го ряда. Повторяем раппорт. 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Меняем положение петель и провязываем их вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево и лицевая петля. Повторяем раппорт узора до конца 7-го кругового ряда самостоятельно. 8-й круговой ряд. Переснимаем маркер начала ряда, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Это у нас здесь накид. Провязываем накид лицевой петлей за переднюю стенку, 4 лицевые петли, далее накид и 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Меняем положение петель на бабушкина и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Мы провязали первый раппорт 8-го ряда, повторяем раппорт узора. И далее самостоятельно довязываем 8-й круговой ряд до конца. Вот так уже начинает у нас вырисовываться узор, елочки. Надеюсь, узор вам понравился. Вы свяжете таким узором какое-либо изделие, может быть, носочки.
или даже плечевое изделие. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание, за лайки, за добрые комментарии. Желаю всем много красивых изделий. Вяжите с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч на канале.